Всем привет! В сегодняшнем видео я расскажу, что надо делать, чтобы с бойлера, с обратного клапана не текла вода. Всех, у кого нету бойлера, можете не смотреть это видео, но всех, у кого он есть, смотрите до конца и участвуйте в розыгрыше от нашего спонсора. Не забудьте подписаться. Убедитесь, что вы подписаны именно на мой канал. Проверьте вашу подписку еще раз. Да, это типичный бойлер. В принципе, у каждого плюс-минус такое же подключение. У кого-то может быть жесткое, как в этом варианте, у кого-то может быть на гибких подводах. Но у каждого есть вот такой противосрывной клапан. У кого-то он подключен с помощью капельницы, у кого-то вот так, как в моем варианте, он просто без никакого подключения подключен на бойлере, и при этом он не подтекает. Что надо делать для того, чтобы он не подтекал? Сначала будет небольшая инструкция по работе бойлера, а именно: все, у кого есть бойлер, знают, с правой стороны идет вход воды холодной, дальше идет выход горячий, посередине стоит тен. Когда бойлер заполняется водой, он имеет ограничение воды приблизительно вот в таком уровне. В верхней части всегда собирается воздух, и он всегда обычно влажный, и именно проблема в бойлерах идет такая, что именно в этом влажном воздухе бойлер начинает гнить и подтекать. Это проблема всех бойлеров, которые имеют металлический корпус. В каждом бойлере есть обратный клапан, который не дает разогревшейся воде, которая при разогревании максимальное давление поднимает этот воздух, сжимает его, и лишнее давление воды уходит через сбросовый обратный клапан. Вот такого типа. Сюда обычно надевается капельница, и эта вода спускается в ваш либо это в унитаз, либо канализацию, кто как что в этом варианте предпринимает. То есть зачастую, если вы спускаете практически полностью бойлер, и у вас он заполняется весь холодной водой, то спуск воды в зависимости от объема бойлера может достигать до полулитра. То есть за счет того, что расширяется. Здесь, если у нас на входе становится здесь, скажем, 2,5 атмосферы, здесь у нас в бойлере, пока он холодный, так же само 2,5 атмосферы, но при нагреве воды вода расширяется, объем увеличивается, и если в это время вода потихоньку, вы ее не спускаете, не используете горячую воду, вы в свою очередь поднимаете здесь давление порядка 3 атмосфер. Клапан вот такого типа, обычно противосрывной, при соблюдении воды давление начинает отсюда сбрасывать от 3 атмосфер, в зависимости от пружины внутри, от производителя самого клапана, плюс-минус это все может меняться, но мы понимаем, что когда у нас вот здесь на входе 2,5, а здесь 3, куда-то надо деваться. Обратный клапан имеет резиновую заглушку, которая не дает, клапан резиновый, который не дает воде горячей уйти назад в магистраль, а именно 3 атмосферы, которые здесь лишним для того, чтобы нормализовать давление в одинаковой, чтобы здесь и на входе, и на выходе было 2,5, как у вас в системе, условная, то есть в зависимости у каждого свое. То есть клапан должен как-то регулировать, и лишнюю воду он сбрасывает. Как сам изнутри выглядит клапан? В принципе, не проблема. То есть здесь стоит резиновая прокладочка, пружинка, запирающее отверстие и спускной спуск. Вода, которая расширяется, уходит в сторону и сливается в вашу капельницу. Что надо сделать, чтобы она сюда не сливалась, если вы не предусмотрели заранее эту капельницу, либо она вам мешает и портит, условно скажем, вид в вашем
санузле. Что нам надо сделать? Первоначально мы должны разобраться, как устроен сам клапан и что надо для него сделать. В принципе, разбирается он не тяжело. Мы выкручиваем. В принципе, модификация клапанов противосрывных практически у всех одинакова, независимая от производителя, плюс-минус запирающее кольцо, пружинка и сам клапан. Вот так он выглядит. Что нам надо сделать, чтобы вода, которая уходит, не спускалась в слив, либо, если у вас нету трубочки, то не спускалась на плитку и не делала мокрым ваш пол. Всех, кто когда-либо интересовался этой темой, смотрели подобные видео, где нам предлагают для расширения бойлера установить перед обратным клапаном вот это место, поставить тройник и поставить расширительный бачок. Да, в действительности, при расширении воды, сброс воды, лишний объем воды будет происходить в расширительный бачок. И это, в принципе, действующий способ. Но от объема воды нам надо поставить минимум 3-5 литров в расширительный бачок. Плюс этот бачок занимает большое место, и эстетически это выглядит не совсем красиво. Экономия от этого, я считаю, не совсем существенная по цене бачка и по цене эстетики, которая дальше используется, скажем так, в дальнейшем в вашей квартире. То есть, если это в действительности там находится, скажем, ваш дом, и этот бойлер стоит у вас в котельне, то в принципе без разницы, как этот бачок будет становиться и его действие. Но если у вас бойлер стоит просто в ванной комнате, как постоянный обогрев, бачок там не к месту. Это сугубо мое мнение. Что предлагаю сделать я? Мы берем сверло 0,5 мм и вот в этом варианте засверлим вот так отверстие. Вот здесь мы имеем отверстие 0,5 мм. Да, это отверстие находится в резиночке, и оно само по себе уплотнилось. То есть, но при расширении мы все знаем, что всегда вода найдет, куда ей сдать лишнее давление. То есть при расширении вот здесь вода начнет давать обратный ход. То есть через вот это отверстие, приблизительно 0,5 мм, отверстие находится в кислородных редукторах, то есть которое стабилизирует нам давление воздуха. В этом же варианте при засверловке, в принципе, можно сделать засверловочку и в миллиметр. То есть такие варианты мы тоже делали, и при этом, как говорится, все очень хорошо работает. 0,5 мм, все это без разницы. То есть при избытке давления вода всегда найдет, где ей и куда уйти. То есть обратный клапан, в принципе, жмет очень сильно, она не проходит через него. Но через вот это отверстие вода потихонечку начинает сбрасываться в обратную систему. То есть и мы понимаем одну вещь. То есть когда у нас здесь 3 атмосферы, вода уходит, у нас идет назад, и для того, чтобы, так как здесь 2,5 атмосферы. То есть вода уходит обратно. Мы вместо того, чтобы слиться через спусковой клапан.
То есть многие говорят, да, в действительности эта вода при расширении попадает в холодную магистраль, и тем самым мы теряем эту воду. Но в любом случае мы ее потеряем вот здесь. Либо мы ее сольем в канализацию, либо мы ее засунем опять в свою магистраль. Да, есть второй вариант, который говорят, что за счет вот этой небольшой дырочки при нагревании здесь воды и включении крана холодной воды, где-либо здесь давление может упасть, даже когда у нас будет полностью заполненный бойлер горячей водой, и вода будет стабилизирована 2,5 атмосферы, что здесь. При открытии холодного крана, там, либо спуска унитаза, либо просто открывается где-либо кран, здесь вода падает до 1,5 атмосферы. То есть и тем самым вытягивает горячую воду на какое-то небольшое расстояние. Приблизительно это сантиметров 30. За счет резкости перепада давления, пока не наберется вода, там, скажем, в бачок унитаза, но 30 сантиметров воды, которая в дальнейшем, опять же, при достижении в трубе опять давление 2,5 атмосфера при выключении холодной воды на одном из кранов, либо смесителей, то есть она опять стабилизируется и засунется назад в этот же бойлер для того, чтобы стабилизировать давление внутреннее и наружное в магистрали. То есть в этом варианте мы не теряем по факту воду, мы ее просто не сбрасываем в канализацию, мы ее просто гоняем по этой трубе вперед-назад. То есть если сделать большое отверстие, то понятно, что вода будет уходить за счет расширения, здесь будет всегда давление подниматься, и вода с легкостью будет уходить. Все преимущество наше это только небольшая дырочка, которая здесь не дает нам просто сбросить воду. То есть моментально она не уйдет вся, чтобы не дать в обратку. То есть она будет уходить настолько небольшими шагами, что частями, которые мы сможем легко контролировать. А теперь приз от нашего спонсора. Всех, кто досмотрел видео до конца, и если оно вам понравилось, ставим лайки, подписываемся на мой канал. И если вам видео понравилось, оставляйте свой комментарий. И за лучший комментарий, за лучшее предложение в этой проблеме, скажем так, которая есть с бойлерами, наш спонсор по итогам месяца будет награжден призом. Какой приз будет на выбор спонсора? Ваши комментарии ждем. Обязательное условие: подписка, лайк и комментарий. Если вы это все делаете, вы участник конкурса. Все, до новых встреч. Если видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, не забываем и участвуем в нашем конкурсе.